Всем привет! С вами Андрей, и это канал Техноподбор. Обзоры теперь будут выходить чаще, чем прежде, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я всех поздравляю с наступившим Новым годом, но мы продолжаем подводить итоги 2022 года. И как вы поняли из названия, сегодня мы поговорим о лучших смарт-часах. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, по каким критериям лучше выбирать умные часы и какие модели, на мой взгляд, стали лучшими в прошлом году. А прежде чем мы начнем, напоминаю, что вы можете заказать у меня услугу подбора техники для себя и своих близких. Тем самым вы экономите время и деньги. Все подробности и нужные ссылки будут в описании, ну а я начинаю. При выборе лучших смарт-часов я сравнивал их по следующим критериям: качество экрана, яркость и разрешение, встроенные датчики, их количество и качество работы, автономная работа, насколько хватает аккумулятора, приложения, возможность их установки и использования, влагозащита, возможность смены ремешков, а также дополнительные возможности вроде бесконтактной оплаты. Итак, первые часы в нашем обзоре — это Apple Watch Series 8. Как и любой продукт компании Apple, они имеют утонченный и элегантный дизайн. Несколько вариантов цветов корпуса и выбор возможности смены ремешков на любой вкус. Большой яркий экран позволяет легко использовать их на солнце. Имеется защита от пыли и воды, что позволяет заниматься в них спортом. Что касается автономности, хоть производитель и заверяет, что она стала лучше на 30% по сравнению с предыдущей серией этих часов, я считаю, что 1-2 дня работы без подзарядки — это очень мало. Мы и так живем в мире, где постоянно нужно заряжать гаджеты, а часы — это скорее необходимый инструмент, который всегда должен быть в строю. На мой взгляд, компания Apple мало внимания уделяет этому компоненту и явно проигрывает конкурентам. Но вот где преуспели инженеры, так это в улучшении софта и приложений. Пользователю Watch 8 доступно множество креативных и уникальных вариантов, которые помогут подчеркнуть индивидуальность. Некоторые циферблаты даже могут создавать эффект оптической иллюзии. Например, некоторые из них вызывают ощущение, что экран устройства больше, чем есть на самом деле. Умные часы от Apple умеют считывать пульс и уровень кислорода в крови, измерять температуру во время сна и составлять ЭКГ. В 8-м поколении также появились такие функции, как распознавание аварий и падений. Часы умеют определять, что случилась какая-то травма, пытаются выйти на связь с владельцем. Если этого сделать не удается, то вызывает службу спасения на место происшествия, отправляя им координаты. На мой взгляд, это очень круто. Если часы могут спасти жизни людей, это просто невероятно. Для тренировок все так же можно использовать встроенные фитнес-программы или скачать спортивные приложения из App Store. Следующие часы в нашем обзоре — Samsung Galaxy Watch 5 Pro. В этом году дизайнеры Samsung выбрали стиль минимализм для своих флагманских часов. Они выглядят как обычные спортивные часы, представлены в двух цветах – черным и коричневым. Имеется несколько ремешков на выбор для разнообразия. Экран, как и в предыдущих моделях серии, Super AMOLED. К нему вообще нет никаких претензий. В этом году покрыт сапфировым стеклом, что дает дополнительную защиту от повреждений. Есть защита IP68, что позволит полноценно тренироваться в них. По быстроте работы устройства нет никаких вопросов. Процессора и памяти более чем достаточно, чтобы комфортно пользоваться часами, не лагают и не зависают. Что касается автономности, изначально Wear OS была системой, которая сжирала батарею в умных часах на глазах. Мы убедились в этом на примере десятков моделей от разных компаний. Исключений не было. Бороться с этим можно было только одним способом – установкой как можно более емкой батареи. Следствием такого подхода стало увеличение размера часов. В Google поработали над оптимизацией своей системы. Теперь часы спокойно работают 2-3 дня. Samsung Watch 5 Pro получили множество датчиков, позволяющих определять состав тела, измерять пульс и кислород в крови. Однако некоторые функции доступны только для пользователей телефона Samsung, например, ЭКГ и измерение артериального давления. Последними смарт-часами в моем обзоре и моим личным выбором является Amazfit GTR 4. Главными особенностями дизайна является их изящность, строгость и лаконичность. Классический круглый форм-фактор циферблата со слегка скошенными краями. Ремешки используются стандартного размера, поэтому вы сами можете выбрать материал по душе – силиконовый, кожаный или нейлоновый. Экран AMOLED с высоким разрешением отлично показывает себя даже при использовании часов на ярком солнце. Имеется защита от пыли и влаги, у них легко можно заниматься спортом. Есть встроенный микрофон и динамик, что позволит отвечать на звонки или добавлять что-то в заметки с помощью специального приложения.
Главное преимущество Amazfit GTR 4 над конкурентами – это время автономной работы. Часы могут проработать без подзарядки до 2 недель при умеренном использовании и до 10 дней при интенсивном. Также данная модель совместима с устройствами Android и iOS, что делает ее очень универсальной. Часы автоматически распознают 8 видов активностей, а общее количество спортивных режимов превышает 150. Данные тренировок могут автоматически передаваться в популярные спортивные приложения Strava и Adidas Running. Также новая модель получила биометрический датчик BioTracker 4.0. Он измеряет сразу 4 показателя здоровья по одному нажатию: пульс, уровень кислорода в крови, степень стресса и частоту дыхания. Мы рассмотрели, на мой взгляд, 3 лучшие модели смарт-часов 2022 года. Напоминаю, что все рейтинги очень субъективны. У каждого из вас могут быть свои критерии выбора, которые важны именно для вас. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и поможет сделать правильный выбор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом все. Всем пока!